Вот, все, запись пошла, отлично. Девочки, следующая шапочка, наша последняя, я вот к ней помпончик сейчас прицепила, чтобы посмотреть, как это все выглядит. Саша, шапка супер, молодец, красиво получилось, спасибо. Это про предыдущую шапочку-плетенку. Вот, все ждали вот эту шапочку с теневым рисунком. Помпончик я на нее прикрепила, просто чтобы вы видели, как в законченном варианте она выглядит. Сейчас я ее померяю и расскажу про нее, как снять мерки, как сделать расчеты и что вообще для этой шапочки нужно. Сейчас я, кстати, найду свою шпаргалку, потому что ее еще не нашла. Вот, шапочка тоже, видите, немножко удлиненная и тоже хорошо сидит на голове. И теневой рисунок, кстати, это... Многие спрашивают, что такое теневой узор. Теневой узор — это узор из сочетания лицевых и изнаночных петель, когда благодаря тому, что изнаночные более выпуклые, создается небольшая тень на лицевые петли, и таким образом рисунок выглядит рельефно очень. Вот как раз у меня сейчас эта шапочка зигзагами, видите, связана, просто чередование лицевых и изнаночных, и получается очень классно. Добрый вечер, добрый. Так, сейчас я нашла свою одну шпаргалку. Готово. И вторую сейчас шпаргалку я себе вот отмечу. Завтра будет дополнительный эфир. Добрый вечер. Я расскажу, как эту шапочку закрывать. Вот здесь делать макушечку. Сейчас я еще покажу, как эта макушка-то выглядит. Сниму помпончик. И дальше начну рассказывать, какая пряжа для этой шапочки подойдет с теневым рисунком. На самом деле важно, чтобы пряжа была гладкая, потому что помпончик снимается, потому что пряжа пушистая не будет, предыдущая шапочка прям под ногти точно, пряжа пушистая не будет так хорошо, то есть на пушистой пряже не будет так хорошо виден вот этот теневой рисунок. Когда пряжа гладкая, когда она не ворсистая, на ней очень хорошо проглядываются вот эти бугорки из изнаночных петель, и очень хорошо выглядит этот теневой рисунок. У вас может быть абсолютно любой этот рисунок теневой. Ну вот я, честно говоря, просто взяла из своей головы, сама нарисовала вот эту схемку этого узора и по ней вязала. Вы можете вязать ромбами, очень много прикольных шапочек с таким узором с ромбами. Причем ромбы там не просто из одной изнаночной, а из нескольких изнаночных, то есть они такие выпуклые, объемные получаются, очень прикольно выглядят. Вы можете брать вот такие узоры, тоже зигзаги, они тоже бывают разные, они бывают широкие, потоньше, из одной изнаночной. Ну, то есть вы уже тут смотрите свои варианты. Принцип убавок у них одинаковый, у этих всех узоров, я вам расскажу о нем. Так, вот так выглядит наша макушечка. Дырочка у меня есть, потому что ниточку я еще не заправила. Завтра мы будем вязать у этой шапочки макушку, и я просто распущу до того момента, где у нас будет макушка. На макушке, вот если вы посмотрите, не знаю, как вам так показать, сохраняются вот эти вот зигзаги наши. И как раз за счет этого макушка смотрится красиво. Я постаралась сохранить зигзаги. Вот, видите, тоже хорошо здесь видно. И тогда все выглядит как-то более гармонично. Если вы перейдете просто на лицевую гладь и будете вязать шапочку просто лицевой гладью дальше на макушке, то оно будет уже не так классно смотреться, чем когда вы сохраняете рисунок. Вот, какие мерки нужны на эту шапочку? Стандартные мерки, они всегда одинаковые. Так, ромбы уже начала вязать, классно. Стандартные мерки, они всегда одинаковые. Вот моя сантиметровая лента. Первое, что мы берем, это обхват головы. Обхват головы я измеряю вот так вот по затылочной части, чуть выше бровей, там, где шапочка будет носиться. Сантиметровую ленту я очень плотно прикладываю к голове, смотрю на цифру, которая получилась, записываю ее. Это первая мерка, обхват головы, которая нужна. Вторая мерка, которая нам нужна, это высота шапочки. Высота шапочки, это даже не шапочки высота, а высота головы для шапочки. Она измеряется от мочки уха, ставим сантиметровую ленту к мочке уха и дальше до
самой высокой части головы. Вот так вот ставим, прикладываем, смотрим цифру, которая получилась, записываем ее. Все, это две мерки, которые нужны. Больше нам для этой шапочки ничего не нужно. Затем, что нужно связать для образца? Для образца вы вяжете просто ваш узор. Вот ваш теневой рисунок, который вы будете использовать в шапочке. Вашу резинку вы можете не вязать, потому что на резинку мы набираем такое же количество петель, сколько и на саму шапочку. И вот видите, за счет того, что резинка у нас гораздо плотнее сама по себе всегда выглядит, у нас получается, что она как бы немножко... Шапочка расширяется, когда вы начинаете вязать узор. Но на самом деле петель тут одинаковое количество, это именно за счет резинки. Получается так. И как раз благодаря этому шапочка хорошо сидит на голове. То есть образец мы вяжем один, мы вяжем образец нашим основным узором. Делаем влажно-тепловую обработку образца, и затем мы измеряем его ширину и высоту. Ширину мы измеряем без кромочных, то есть учитывая только наши рабочие петли, кромочные не трогаем. Высоту мы измеряем, не учитывая наши первый наборный ряд и наш ряд закрытия. Вот если у вас образец квадратненький, измеряйте только рабочие ряды посерединке. Измерили, записали. Обязательно это все измеряйте после влажно-тепловой обработки. Все, затем нам нужно сделать расчеты. Расчеты совсем несложные. Честно говоря, они прям даже очень-очень простые. Можно даже и слишком много не рассказывать, но я сейчас все равно об этом расскажу, чтобы вы понимали, как это делается. И еще что хочу сказать. Если у нас узор на шапочки теневой, то всегда в любом случае при любом теневом узоре мы набираем на резинку такое же количество петель, сколько на основной узор. Вот, то есть после резинки для теневого узора мы ничего не прибавляем, никаких петель. Мы просто продолжаем вязать наш узор. Самое важное, чтобы в количество наших петель поместился раппорт резинки и поместился раппорт нашего основного узора. Все, вот это все секреты, все тонкости, о которых нужно знать. Сейчас я сделаю расчеты для этой шапочки. Так, мне нужно взять свои листочки беленькие, чтобы было на чем писать. Так, вот. Нам даже, наверное, одного листочка будет достаточно. Так, сейчас, секунду. Давайте перезайдем, потому что у меня как-то тормозит. Сейчас я перезайду. И еще раз зайду, потому что как-то очень сильно тормозит. Пока подождите, пожалуйста. Не уходите. Сейчас мы будем делать расчеты на шапочку. Может, сейчас получится лучше, не знаю. Так, беру свои фломастеры, как обычно. Ой. Ну что, подключаются девочки? Нет, подключайтесь, все нормально. Все, давайте тогда делать расчеты. Сейчас у меня тут что-то открылось на ноутбуке. Давайте делать расчеты. Вот, все, отлично. Может быть, Инстаграм нам позволит сделать расчеты. Если нет, посмотрите на Ютубе, запись у меня идет. Все отлично. Делаем расчеты на нашу последнюю шапочку. Мне аж не верится, честно говоря, что мы с вами рассмотрели 12 разных шапочек. Так. Вот, все готово. Начинаем. Итак, я рисую, как обычно, как примерно выглядит моя шапочка. Шапочка у меня вот такая с резинкой. Резинку вы можете вязать 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, вообще любую. Можете вязать резинку двойную, можете вязать в один слой. Это не имеет значения. Итак, мерки, которые нам нужны.
мерки. Обхват головы у меня это 53 сантиметра и высота. Высота шапочки, ой, не высота, в принципе, высота моей головы, да, мерка у меня 21. Я еще к ней прибавила 5 сантиметров, чтобы как раз шапочка у меня была немножко такая висячая, да, как это красиво бывает. И всего у меня получилось 26 сантиметров высота моей шапочки. Вот, 26 и 53. Резинку я решила сделать 7 сантиметров, записываю сюда 7. В принципе, это та резинка, которая будет хорошо держать форму и хорошо будет держаться на вашей голове, не будет спадать. Можно сделать меньше, можно больше. Теневой рисунок не такой тяжелый сам по себе, и он не требует каких-то особых резинок для себя. То есть вы можете сделать и маленькую резинку, и широкую, и двойную. Он сам по себе не такой объемный, как, например, узор с косами. Сейчас я взвешу свою шапочку. Я знаю, что был вопрос, и вопрос появится точно еще раз. Скажу точно, сколько весит. Шапочка весит 56 граммов. Вот эта маленькая 56 граммов высоту, она 26 сантиметров. То есть, видите, на теневой узор уходит совсем мало пряжи. Так, 7 сантиметров моя резинка, от 26 я отняла 7, у меня получилось 19, 19 сантиметров сам мой основной узор. Записала. Это подготовительный этап, который мне нужен. Дальше что я делаю? Я беру свой образец. И образец, который у меня с моим основным узором. И записываю, так, Сашуля о количестве пряжи говорила, вот только что сказала. Чуть больше 50 грамм ушло на шапочку. Образец я свой взяла, который связан теневым узором, моим основным узором, и посчитала его ширину и высоту. В 16 петлях у меня получилось 10,5 сантиметров, и в 12 рядах у меня получилось 5,3 сантиметра. Вот так. Для своей ширины я добавлю 15%. Ну, это стандарт, который я делаю для того, чтобы шапочка сидела плотно по голове. Если вы 15% не прибавите, то шапочка будет слишком большая, широкая, и она плотно на голове сидеть не будет. Как я это высчитываю? Я 10,5 сантиметров беру за 100%. Мне нужно узнать, сколько 15% в этом случае. Беру свой калькулятор и считаю. 10,5 я умножаю на 15 и делю на 100. Так, у меня получается 1,57. Давайте я до 1,6 округлила. И таким образом к 10,5 я прибавляю 1,6. У меня получается, сколько это получается? 12,1, правильно? Да, 12,1 сантиметров, и, следовательно, у меня новая плотность. Я записываю, в 16 петлях у меня 12,1 сантиметров. И тут сразу же считаю, без как бы лишних вопросов, сколько у меня в этом случае петель будет в 53 сантиметрах. Так, отметила, считаю. 16 я умножаю на 53 и делю на 12,1. У меня получается 70. 70 петель я сюда записываю. В эти 70 петель сразу записываю. Это петли и на резинку, и на основной узор. В эти 70 петель у меня должен поместиться, сейчас я запишу, должен поместиться раппорт резинки и основного узора. У меня раппорт основного узора 10 петель. Вот как раз моё вот это, не знаю, как сказать, один зигзаг, вот от пальца до пальца, у меня ровно 10 петель. Давайте я это запишу. Так, раппорт резинки, у меня резинка 1 на 1, это 2 петли, и раппорт основного узора у меня 10 петель. Проверяю, 70 я делю на 2, у меня получается 35, да, мне подходит на резинку, и 70 я делю на 10, у меня получается 7, мне чётко подходит. То есть 70
70 мне подходит и на резинку, и на основной узор. Если подходит, например, количество петель на резинку, но на основной узор не подходит, значит, после резинки вы можете там 1-2 петельки добавить, чтобы как-то это скорректировать. Либо можете, если у вас резинка 1 на 1, можете ориентироваться на ваш основной узор и потом к резинке там добавить или отнять тоже количество петель и набирать там, например, ну, предположим, у вас здесь 72 петельки получилось. 72 отлично вписываются в резинку, но не вписываются в мой узор. Тогда я 70 петель набираю сразу на резинку и на основной узор, потому что это количество петель, в это количество петель вписывается мой раппорт узора. Доброй ночи, доброй. Так, ну все, количество петель для набора я посчитала, 70, отлично. Теперь мне нужно, давайте я, наверное, тут поставлю плюс, чтобы я понимала, мне это подходит. Теперь здесь высоту я считаю, что мне нужно посчитать высоту. Первое это 7 сантиметров, сколько в высоту рядов, и второе это 19 сантиметров, сколько в высоту у меня будет мой основной узор. Считаю, беру калькулятор, как обычно, 12 я умножаю на 7 и делю на 5 и 3, у меня получается 15,8, я до 16 округляю. То есть 16 рядов мне нужно провязать для резинки. И дальше 12 я умножаю на 19 и делю на 5 и 3. У меня получается 43. 43 ряда мне нужно для моего основного узора. Все, готово. Теперь я могу написать план работы. Мне больше ничего не нужно, у меня уже все готово. Представляете, вот такие небольшие расчеты у нас на эту шапочку. Так, план вязания. Первое, что мне нужно сделать, это набрать какое-то количество петель. Записываю. Первое набрать. Набрать 70, вот здесь, помните, да? 70 плюс 1 для того, чтобы сомкнуть все это в круг. Второе, что я делаю? Я вяжу резинку 1 на 1. Ее я вяжу 7 сантиметров, и это 16 рядов. Вот, все беру отсюда. Люблю свои клеточки, поэтому нарисую 16 клеточек, чтобы вязать по ним резинку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, одна клеточка равняется одному ряду. Я могу спокойно вязать и отмечать рядочки в этих клеточках. Третье, что я делаю, мне нужно вязать свой основной узор. Здесь можно даже уже нарисовать его схему и вязать по схеме. Ну, если она где-то у вас там на листочке распечатана, можете пользоваться ей. Основного узора мне нужно вязать 19 сантиметров, 43 ряда. Так, и я рисую 43 клеточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И тут надо 3 добавить, чтобы было красиво, да, все. Так, 1, 2, 3, 4. Вот, 43 клеточки вяжем мы снизу вверх, слева направо. Отметила. Давайте я, наверное, еще распишу наши убавки, расскажу, как они делаются. И для этого мне нужно нарисовать схему моего узора. Давайте я, наверное, нарисую синеньким и по схеме узора расскажу насчет убавок. Так, в ширину у меня 10 петелек узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово. 10 петелек у меня в ширину, и в высоту у меня 8 петелек мой раппорт узора. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас я вам по этой схеме расскажу, как я расписывала свои убавки. Вот, готово. Еще раз считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, готово, отлично. Что я делаю? У меня узор состоит из лицевых и изнаночных петель. То есть лицевая моя петелька будет клеточка пустая, изнаночная петелька у меня будет клеточка зарисованная. Я сейчас быстренько нарисую свой узор. Вы можете как бы даже на это не смотреть, не вникать. Это просто схема моего узора. Так, вот синенькие клеточки это мои изнаночные петли. Здесь у меня идут вот эти вот мои зигзаги, расширяются в эту сторону. Так, и в эту сторону. Вы можете точно так же нарисовать свой узор. Так, и здесь у меня через 3 рядочка начинается новое расширение.
Вот это раппорт моего узора. Я по этому раппорту вязала свою шапочку. Вот, готово. Ну, давайте я, наверное, здесь отмечу: пустая клеточка и клеточка зарисованная. Пустая — это лицевая петля, зарисованная — это изнаночная петля. Тоже, чтобы вы понимали, что происходит. Так, и теперь мне нужно, во-первых, что я могу в своей таблице отметить? Отметить места, где начинается у меня новый раппорт в высоту. То есть у меня в высоту раппорт 8 рядов, и я могу здесь в своей табличке отметить через каждые 8 клеточек, поставить границу там, где у меня начинается новый раппорт. Это удобно и при вязании следить, чтобы мы не ошибались, и удобно при расчете нашей макушки. Нам нужно сейчас определить, где нам закрывать макушку. Итак, я отсчитываю 8 клеточек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ставлю здесь такую палочку. Это означает, что после палочки мы довязали последний ряд вот в этой клеточке. В следующей клеточке мы начинаем снова вязать первый ряд нашего узора. Ну, здесь ряды. Здесь нет изнаночных рядов. Все ряды вяжутся, ну, по-новому. И мы вяжем и по кругу, то есть у нас все ряды лицевые. Так, дальше отсчитываю 8 клеточек, ставлю свою палочку. Это значит, что у меня снова новый раппорт, мне нужно начинать снизу вверх вязать. Снова ставлю здесь палочку, это значит, мне снова нужно новый. И здесь ставлю. И тут в конце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, отметила. Так, готово. Правильно я хоть посчитала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, все верно, все отлично. Вот, таким образом мы можем вязать и не теряться, потому что если мы будем вязать без вот этих палочек, без ограничителей, то мы можем путаться, какой же мы ряд сейчас вяжем. А так мы можем спокойно посчитать и знать, где мы находимся. Теперь что нам делать с макушкой? Я сразу могу предположить, что когда я буду вязать свою макушку, это я, ну, мои размышления, как я обычно думаю о том, что мне сделать с макушкой. Вот я ее беру, вот пошел мой зигзаг. Я, например, закончу вязать вот этот зигзаг, и дальше здесь я новый зигзаг вязать не буду. То есть я вот этот зигзаг продолжу вязать, новый вязать не начну, и здесь в серединке этого зигзага я буду делать убавки. И я решила для себя эти убавки как-то отметить, как я их буду делать. Так, сейчас открою свою шпаргалку. Начинаю, смотрите, я делать убавки, и мы потом посчитаем как бы сверху вниз, на каком рядочке нам нужно остановиться. Ну, то есть сейчас вы все поймете, как я рисую, как бы идеально я хотела, чтобы выглядела моя шапочка. Итак, я делаю сразу убавку, тут не буду делать, делаю тут повыше. Вот здесь я буду вязать 2 вместе. То есть я буду вязать эту и эту петельку 2 вместе, и таким образом у меня будет минус 1 петля здесь. Дальше в следующем рядочке я решила, у меня здесь, понимаете, 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых петелек. Я хочу, чтобы у меня было 4 петельки лицевые, чтобы я убавляла с одной стороны и с другой стороны. Поэтому я вяжу 2 вместе, эту с этой. У меня здесь остается ровно 4 петельки. Завтра я вам покажу, как это делать на практике. Дальше я продолжаю делать убавки уже с двух сторон. То есть я вяжу тут 2 вместе и тут вяжу 2 вместе. А здесь я могу, наверное, вот так написать, да, 2 вместе. Тут вяжу и тут 2 вместе. У меня уже стало минус 3 петельки. Дальше в следующем ряду, а вот эти я продолжаю увеличивать, да, как у меня узор идет, так я их и вяжу. Здесь эти я не вяжу, тут у меня все лицевые будут. Дальше в следующем ряду я понимаю, что я тоже снова могу вязать 2 вместе. Вот так. Еще минус 1. И дальше тут в следующем ряду я снова могу вязать 2 вместе и 2 вместе. И вот у меня остается одна последняя петелька вот здесь. И как раз у меня получится с каждого раппорта по одной петельке. Но тут, по-моему, когда я вязала, я оставляла по 2 петельки с раппорта, по-моему. Я уже, честно говоря, не помню. То есть я смотрела по ситуации, как у меня красиво выглядит это или некрасиво. То есть вы можете остановиться где-то здесь и оставить 3 петельки рабочие. Вот у нас 1, 2, 3 остается. Вот эти у нас все убавляются петли. Их у нас не будет в узоре. Вот эти в центре, которые я закрасила, мы их убавляем. Остаются только эти с двух сторон. И вы можете потом в процессе вязания посмотреть, где вам
лучше это все оставить. Что я делаю? Мне нужно начинать убавку вот с этого ряда, убавки с этого ряда. Я понимаю, что это третий ряд, то есть в четвертом ряду с начала моего раппорта мне нужно делать убавки. Я тут смотрю у себя в узоре, где же у меня четвертый ряд моего раппорта. Если мы начнем здесь делать после этого раппорта убавки, то тут уже не остается рядов, поэтому я буду сделать с этого ряда. Вот 3 рядочка я провязала, и в четвертом рядочке вот отсюда я планирую начинать делать убавки. Вот с этого рядочка у меня будет этот четвертый, пятый, шестой, седьмой, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И тут у меня остается еще 3 рядочка, которые либо я просто вообще не буду провязывать и оставлю так, как есть, либо, если меня не устраивает такой расклад, то я буду после каждой вот этой убавки провязывать просто ряд по кругу без убавления. У меня тогда получится не 4 ряда на убавки, а 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот как раз этот вариант меня устраивает. Но здесь я убавляла сразу, потому что высота моей шапочки меня уже устраивала. Вы можете также, если вам нужна высота шапочки 26 сантиметров, вы можете за счет этого, то есть у вас тут, например, 4 ряда убавки, вы тут закончили, и у вас раз, 2, 3, еще 4 ряда остается ни туда, ни сюда. Вы можете их как бы добавить сюда в резинку. То есть для того, чтобы сделать шапочку высотой такую, какую вам надо, вы можете здесь расписать свой узор, а потом добавить еще 4 рядочка в резинку, чтобы получилась нужная высота и чтобы были красивые убавки здесь. Вот так это я делала. Фух. Вроде все. Также вы можете посмотреть, еще это я нарисовала раппорт свой так. Также можно, например, делать убавки вот с этого рядочка. Давайте я нарисую. Мы начинали с этого. Здесь получается у нас вот с этого рядочка начинаются убавки. Видите, тут у нас пустая клеточка, потом изнаночная. Вот пустая, вот следом изнаночная. Можно делать с этого ряда убавки, то есть с 8. И здесь точно так же мы можем отметить, например, у нас тоже 4 ряда на убавление, у нас будет убавки 8, 1, 2, 3. И мы берем наш ряд 8, вот он последний 8, 1, 2, 3. Вот такой вариант убавок тоже хорош. И тоже тогда будет четко 26 сантиметров, то есть вы можете убавлять с этого места, не с этого. И, в общем, вы так посмотрите, нарисуйте свою схему узора, прикиньте, где вам удобно будет начинать убавки делать. Тогда все получится идеально. То есть старайтесь ориентироваться на свою схему. Если у вас тут будут ромбы, вы тоже можете начать делать убавки, когда у вас ромб заканчивается. Потом он, например, ну вот у вас ромб, потом он идет на расширение, и дальше пошли там ромбы, да, продолжаются они, эти ромбы. Пошли на расширение, вы делаете убавки вот тут, в этих местах. То есть вы шапочку вот на вот эти расстояния, вы ее уменьшаете. Она у вас сужается за счет этого. Тоже можете совершенно спокойно убавлять. То есть если у вас какой-то есть зигзаг, ромбы или как у меня, то все это делается по такому принципу, как я рассказала. Ну вот, в принципе, все. Завтра я покажу, как я делала эти убавки, как я делала эти вот у меня, видите, идет почти до макушки зигзаг. А здесь внутри зигзага я вязала 2 вместе. У меня вот такие дорожки получились. Вот 2 вместе — это вот тут, что находится в серединке. И таким образом у меня зигзаг не портится, он так и идет до самого верха, до моей макушки, но зато все аккуратно убавляется. Все. Все вам рассказала, надеюсь, понятно. Вяжите, делайте расчеты, пусть все получится. Все, пока, пока-пока.